Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео хочу подробнее остановиться на узоре крючком пышная резинка. Мне очень нравится этот узор. Я вязала этим узором много моделей. Это и жилет крючком, много шапок связала с разными макушками. Вот узор имеет вот такой вот ровный рисунок ровных петель пышной резинки. В то же время он эластичный, несмотря на то, что связан крючком, и отлично подходит для вязания в технике поперечного вязания. Но вот этим первым вариантом, как я говорила, всегда вязала множество разных моделей, но стала пробовать, и из обычной пышной резинки у меня получилась супер пышная резинка. Вот если показать вам разницу, видите, связана из одной пряжи одним и тем же крючком, но вот второй вариант получается пышнее. В то же время этот узор получается мягче. Конечно же, здесь отличается и плотность вязания, вот, и немножко отличается изнанка. Здесь вы видите тоже дорожки вот лицевых петелек, а здесь как бы более ровное полотно, и такое оно более рыхлое, мягкое. И вот этим вторым вариантом, я думаю, лучше подойдет этот узор для вязания без рукавок и для вязания, допустим, кофт, кардиганах в технике поперечного вязания. Он такой более мягкий, более рыхлый. Вот его я как раз и буду использовать при вязании следующих моделей. В этом видео покажу вам нюансы, чем отличаются эти два узора, в чем отличие их при вязании. Вяжутся они, можно сказать, практически одинаково. Просто один нюанс, и узор из пышной резинки превращается вот в такую супер пышную мягкую резинку. А также покажу в этом видео, какой лучше сделать набор петель в начале ряда для вязания этого узора. Здесь я тоже набирала, вот, допустим, цепочку воздушных петель. Не подходит, так как она стягивает начало вязания ряда. И набор петель через кольцо, он очень эластичный, подходит, но мне здесь не нравится край. Хочу более ровный край ровных петель вот по вот кромки получить, и покажу вам такой способ набора начального ряда крючком. Итак, первое, показываю разницу в вязании узоров. Смотрите, обычную пышную резинку я всегда вяжу так: по лицевой стороне идет ряд соединительных столбиков за вторую полупетлю, то есть мы заводим крючок за вторую полупетлю столбиков предыдущего ряда и провязываем соединительный столбик. Как обычно, в начале ряда, в начале каждого ряда провязываем одну петлю подъема. Здесь не забывайте или считайте количество столбиков, или смотрите, что не теряйте последнюю вот петлю, так как она часто бывает затянута. Провязали ряд соединительных столбиков, поворачиваем вязание наизнанку, 1 петля подъема, делаем накид на крючок на себя, и здесь мы вводим крючок за вторую полупетлю тоже столбиков предыдущего ряда, и разом провязываем здесь соединительный столбик с накидом и повторяем. Вяжем соединительные столбики с накидом только за вторую полупетлю столбиков предыдущего ряда. Здесь на изнанке, смотрите, вот она формируется, вот такая вот узкая косичка петель. По лицевой стороне формируется пышная косичка петель. Но далее я вам покажу, как сделать этот узор еще пышнее. Показываю второй вариант, как сделать резинку пышнее. Здесь в начале ряда, как обычно, 1 воздушная петля, и по лицевой стороне вяжем тоже ряд соединительных столбиков за вторую полупетлю столбиков предыдущего ряда. То есть узор пока вяжется точно так же, как и предыдущий. За вторую полупетлю каждого столбика предыдущего ряда провязываем соединительный столбик, и старайтесь эти петли не затягивать, то есть вязать свободно. Провязываем этот ряд. Закончив вязать по лицевой стороне ряд соединительных столбиков, поворачиваем вязание наизнанку, 1 петля подъема. И здесь мы тоже будем вязать ряд, но соединительных столбиков с накидом. Делаем накид на крючок, но разница с первым вариантом
то, что здесь мы будем вводить крючок за 2 полупетли столбиков предыдущего ряда. Вот они, 2 полупетли. Вводим крючок и провязываем тоже соединительный столбик с накидом. Накид на крючок на себя. Вводим крючок не за вторую полупетлю, а за 2 полупетли от предыдущего ряда столбиков. И провязываем разом соединительный столбик с накидом. И при таком способе провязывания соединительных столбиков с накидом резинка получается пышнее. Сейчас провяжу. У меня здесь расслаивается ниточка, поэтому мне вязать сложнее. И вот начало вязания, вы видите, что уже дорожки вот этих косички петель нету с изнанки, а с лицевой стороны вот получается более пышная косичка петель. И так повторяем 2 ряда по лицевой и по изнаночной стороне. Дорогие рукодельницы, и сейчас я покажу, какой лучше сделать набор, начальный ряд столбиков для данного узора пышной резинки. Смотрите, здесь я делала просто цепочку воздушных петель. Первый ряд это был как лицевой ряд соединительных столбиков, но здесь начало вязания стянуто, то есть цепочка воздушных петель плохо растягивается и может стягивать начало вязания. Также в изделиях это тоже не будет комфортно. Здесь я набирала начальный ряд через кольцо. Здесь мне не нравится, как выглядит вот эта кромка. Начальный ряд, конечно, очень эластичный, но он даже чересчур эластичный получается. Вот вы видите, как он растягивается. Ну и некрасиво смотрится. Вот я использую новый способ. Показываю, как набирать начальный ряд столбиков. Мне очень понравился данный способ набора петель. Вначале мы делаем на крючок начальную петлю, но не затягиваем ее. В эту же петлю вкалываем крючок и набираем еще вторую петлю на крючок. После затягиваем хвостик. У нас 2 петли на крючке. И начинаем выполнять начальный ряд петель или начальный ряд столбиков. Вторую петлю мы снимаем и придерживаем ее пальчиками. Вначале провязываем первую петлю. Далее подхватываем крючком вторую петлю и провязываем ее. Повторяем эти действия. Вторую петлю снимаем, придерживаем ее, подхватываем нить, провязываем первую петлю. Далее подхватываем вторую петлю и тоже провязываем ее. Повторяем. Снимаем вторую петлю, подхватываем первую нить, провязываем первую петлю. Далее подхватываем вторую петлю и провязываем вторую петлю. И так мы набрали, вот считаем от начала 1, 2, 3, как начальных столбика. И формируется вот такой шнурок из петель ровных со всех сторон. Повторяем. Таким образом вяжем такой начальный ряд или шнурок на нужную длину и, конечно же, с нужным количеством петель. Провязав начальный ряд вот такой шнурок на нужную длину, вот смотрите, как он хорошо тянется, он имеет ровное плетение со всех сторон. Далее перехожу на вязание узора. Провязываю сразу 2 петли вместе. Вот разворачиваем шнурок, 1 петля подъема. И начинаю вязать с лицевого ряда. По лицевой стороне это у нас идет ряд соединительных столбиков. За вторую полупетлю провязываю соединительные столбики вот по набранному начальному ряду. Заканчиваю вот первый лицевой ряд и с последней петли
начального ряда провязываю последний соединительный столбик, поворачиваю вязание. Вот вы видите, с этой стороны идет ровная косичка петель, с изнанки тоже идет ровная косичка петель. Здесь тоже набираю одну петлю подъема и начинаю вязать соединительные столбики с накидом. Накид на себя, ввожу крючок за 2 полупетли столбика предыдущего ряда и провязываю соединительный столбик с накидом. И так провязываю второй изнаночный ряд. Сейчас я провяжу, чередуя 2 ряда, пышную резинку и покажу вам, как смотрится кромка с таким способом набора столбиков. Итак, друзья, я провязала небольшой образец пышной резинки и вот показываю, как смотрится такой начальный ряд. Вот он получается закругленный, как шнурок с лицевой стороны, ровная косичка петель здесь с торца, с изнанки тоже. И этот начальный ряд, он тоже растягивается так же, как и узор. Вот показываю еще вариант: начальная цепочка, просто край не тянется с узором. И здесь через кольцо набор столбиков, начальный ряд, край тянется, но не очень аккуратный, вот не очень аккуратная кромка. Поэтому возьмите себе этот способ на заметку. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем вязать много красивых вещей крючком в технике поперечного вязания.